Привет, это Минвин, Министерство вина. Это самый классный канал о путешествиях, потому что здесь путешествия самые вкусные. Я катаюсь по миру с бокалом в руках. Спасибо, вот это я понимаю, итальянское гостеприимство. Меня зовут Юлия Макарова, подписывайся и поехали вместе со мной по Сицилии. Нас ждут великие дела. На Сицилию я поехала с друзьями в отпуск и вообще не планировала ничего снимать. Но потом попала в извержение вулкана, попробовала рыбу-меч, накупила цацок из лавы, напилась вулканического вина и поняла, что хочу этим поделиться с вами. Сицилия такая своеобразная, это точно вообще Италия. Здесь все по-своему, и еда непонятная, и вино особенное. Я даже представить такого не могла. Так что пробуйте вместе со мной топ-5 блюд и вин Сицилии, которые нигде больше не найти, от которых я до сих пор в шоке. Сицилия – самый большой остров и очень своеобразная часть Италии. Иногда кажется, что это просто отдельная страна. Окей, спада. Это меч. Это говорит меч, я как будто бы не поняла. Это рыба-меч. Пеша спада, как говорят местные. Здоровенная рыбина с носом в виде меча. Он, кстати, твердый, как камень, и острый, как нож. Им запросто можно порезаться. Это рынок Палермо. Никогда не приходите сюда в обеденное время. Такая суета. И ведь никто не говорит на английском. А я плохо понимаю итальянский. В итоге вместо меча мне сначала вручили осьминога. Мы на пальцах договорились о рыбном стейке. Хорошо, что готовят тут все только в 2 вариациях. Во фритюре или на гриле. Не пришлось долго уточнять детали. Рыбу сразу на стейке разрезают, и мне предлагают вот этот кусочек. Is it okay for one? Гриль. Yes, grill. Okay. Ну, короче, я не понимаю, как сказать, что, наверное, мне этого будет много. Сале. Олио. И лимон. Ага, лимон, соль, оливковое масло и огонь. Это все, что нам надо для того, чтобы приготовить самую вкусную местную рыбу. В целом я всегда так готовлю. 5 минут на одной стороне, 5 минут на другой стороне. Лимон, оливковое масло и готово. Класс! И ничего не надо делать. Пока мне готовили рыбу, я попыталась раздобыть вино. Выбор небольшой. 2 игристых, белое и апероль. Я ничего не понимаю здесь! Я не понимаю, как сказать, чтобы нам налили этого вина. Они говорят, мы работаем, мадам. Едят прямо тут же на рынке, на пластиковых стульях и пластиковыми приборами. Обстановка очень простая, навесы от солнца и дождя, и все. Это точно вообще Европа. Мне чем-то все напомнило Вьетнам или Таиланд. Это очень простая уличная еда. Рыба, которую только что утром выловили, днем приготовили на гриле. Прямо сейчас, тоже днем, я поливаю ее лимонным соком. Слушайте, очень напоминает мне это мясо этой рыбы, мясо тунца. Смотрите, такое же плотное, как будто бы не рыба, а как будто бы прям мясо. Видите? Не, ну рыба пахнет рыбой. Давайте попробуем. Рыба. Слушайте, ну она действительно такая суховатая. Очень похожа на тунца, на курицу, на что-то такое. То есть это не форель, которая супер жирная. Ой, ну вкусная, мне нравится. И еще я люблю такие рецепты за то, что тут нет каких-то дополнительных вкусов и ароматов. Здесь все очень просто. И здесь можно почувствовать именно вкус самого продукта. Здесь предлагают местное вино из сорта Рио, Сицилия. Секрет успеха этого сочетания. Если мы поливаем лимоном эту рыбу, и затем у нас вино, которое тоже имеет некоторые такие оттенки цитрусовых, это классное сочетание. Оно свежее, оно хорошо охлажденное, несмотря на то, что мы на рынке. И оно дает вот эту минеральность, кислотность. Мне все нравится. Мне все вкусно. Кунжут. Здесь кунжут, это булочка с кунжутом. Только так, и это не Биг Мак. Пока я ела и разговаривала с камерой, мой сосед решил тоже меня поснимать.
Меня еще на одну камеру снимают, вау! Это семейная пара из Вероны, которая, как только узнала, что я винный блогер, прочитала мне лекцию о лучшем вине Италии. Догадайтесь, где его делают? Обратите внимание, что сами итальянцы-то пили пиво! Мы приехали из страны вина, Вероны, поэтому никакое другое вино мы не пьем. Вот такие итальянцы говорят, мы приехали из Вероны, мы вот это вот ваше вот сицилийское вино не пьем, у нас свое есть, а поэтому здесь мы пьем пиво. Вот вам ответ на самый часто задаваемый вопрос. Откуда у меня друзья по всей планете? Я просто ем, пью вино и много говорю. Вот так вот, когда не спрашиваешь никого, просто сидишь и пьешь вино, тебе сразу начинают рассказывать, какое вино пить, куда тебе надо поехать. Вино connecting people. На Сицилии много таких открытых рынков, чего тут только нет. Кальмары, каракатицы, 100-500 видов рыб, моллюски всякие, салаты из всего этого. Рынок, конечно, можно найти по аромату. Тут все в дыму. На самом деле на гриле готовят рыбу. Очень вкусно. Рынок, говорят здесь. Рынок. Вот такой вот пятачок. И вон туда еще улочка. И весь рынок. Я-то думала, там будет ого-го. Обратили внимание, что на рынке продают мелкую рыбешку? Это сардины, еще один сицилийский специалитет, который они куда только не добавляют. Даже в святая святых всей итальянской гастрономии. Это паста традиционное блюдо Италии. Но здесь на Сицилии паста своеобразная. Здесь добавляют гораздо больше специй, чем обычные. Даже, господи, что это? Это, кажется, изюм. Это привет от арабского наследия. Здесь очень много разных блюд, в которые добавляют специи, шафран, изюм, орешки даже. Еще здесь какая-то трава. Паста, конечно же, из твердых сортов пшеницы, а трава – это фенхель. В обычной жизни мы едим много мяса и спагетти, особенно с томатным соусом. Готовим и по итальянским, и по сицилийским рецептам. Паста с сардинами есть только на Сицилии. Рыбу мы покупаем каждый день на рынке, она там всегда свежая. И часто уже очищенная. Это важно, потому что чистить мелкую рыбешку очень муторно. Не знаю, как вы, а я в Италии каждый день готова пить просекко. Но на Сицилии об этом лучше не говорить, потому что тут предпочитают свои вина. А просекко делают в другом регионе и из другого винограда. Думаете, это просекко? Нет. Я нашла игристое вино, экстра драй. И это спуманты. Ай-яй-яй. Нормально, да, налили? Очень хорошо налили. Паста отлично гармонирует с тонами выдержки. Никогда бы не подумала, что на Сицилии так много игристых вин из местных сортов. Вот вам вино с пузырьками из Кариканте, самого знаменитого белого винограда острова. Ну, говорю же, сицилийцы все по-своему делают. Кариканте растет в основном на Этне, но есть и в других зонах. Это игристое сделано по классической технологии с выдержкой в бутылке 36 месяцев. Здесь очень много фруктов, причем таких прям сладких или даже засахаренных. Это джем из абрикосов, джем из персика. И знаете, даже как будто бы манго, что ли, какая-то вот экзотика есть. Очень минеральная, очень свежая. Вообще лозу возделывают на острове уже 3000 лет. Говорят, еще Юлий Цезарь любил местные вина. Белого винограда здесь, как ни странно, больше, чем красного. Каждый 4-й виноградник растет в горах, а каждый 3-й органический. Очень много автохтонных сортов. Один из автохтонов, с которыми мы работаем, называется периконе. Еще его называют пиньетелло. С итальянского это переводится как «глиняный горшок», потому что виноград растет на красных почвах, из которых в древности на Сицилии делали такие кувшины. Анна Паола провела меня по винодельне, которая производит более 1 миллиона бутылок в год. Большую часть выпивают тут же на острове. Сицилийцы пьют в основном местные вина. Летом хорошо идут грилла, катараты, такие свежие минеральные, особенно хороши с рыбой. Но, конечно, во всем мире Сицилию знают как родину красного Неро d'Avola. Это король среди наших вин. Мы его делаем и моносортовым, и в купаже с Каберне Савиньон. Вообще мы продаем вина в 40 стран мира, и белые везде становятся все более популярными. Внутри винодельни очень много охлаждающего оборудования. Вот эти трубы дают холод. Каждая металлическая емкость умеет морозить. Неудивительно, ведь тут летом жара доходит до 48 градусов. У этой винодельни много проектов с художниками. Дело в том, что она расположена в городе Джибеллино. Это сегодня такой арт-кластер. Вот прямо за моей спиной сейчас, смотрите,
смотрите, находятся бутылочки, в которых 12 литров вина. 12 литров, ай-яй-яй. И на каждом из них есть автограф того самого художника, который придумал этикетку. Вот за что люблю итальянцев и сицилийцев теперь тоже, так это за их отношение к истории и архитектуре. Они сами, кажется, никогда ничего не разрушают, а только создают или перестраивают. Вот просто потрясающая история. В 1968 году Джибеллину полностью разрушилось землетрясение. Город решили отстроить заново в нескольких километрах от руин. Пригласили для этого итальянских художников и архитекторов. А старый город залили цементом и превратили в знаменитый на весь мир арт-объект. Посмотрите, как странно это все выглядит. Вообще пейзажи Сицилии очень специфичны. Так порой и кажется, что ты на Марсе. Одна только Этна чего стоит. Это, между прочим, самый большой действующий вулкан в Европе. Она постоянно извергается. Люди там живут не как на вулкане, а в буквальном смысле на вулкане. И знаете что? Я застала извержение. Правда, лава была только там, где-то вдалеке. За звук, извините, ветер такой, что задувало, как бы я от него не пряталась. Мы сейчас поднимаемся на вулкан. И, знаете, так интересно наблюдать за пейзажами. Здесь очень много черной земли. Выглядит это так, как будто бы, не знаю, какой-то трактор, экскаватор прошелся, хорошенько все это перемешал, взрыхлил. Но это, конечно, не так. Никто здесь ничего не рыхлит. Это вулканическая порода. И еще интересно, что вот идет слой какой-то вулканической черной породы, а потом внезапно тут же раз и зелень, раз и цветочек растет. Знаете, что вся эта черная земля вокруг мне напомнила? Угольные шахты и разрезы. Я же в Кузбассе родилась, там тоже все черным-черно. Я туда наверх не пойду. Я прекрасно знаю, что это такое. Я это на Бали проходила. Вот можете здесь посмотреть по ссылочке это видео. Я больше туда не пойду. Вот здесь погуляла и хватит. Я знаю, как это сложно, сколько занимает времени, сколько отнимает сил, тем более, что приехала сюда просто как турист. В сандалиях, в шляпе, не то что некоторые в специальной обуви, с палками и, наверное, еще с рюкзаком еды. Мне вполне хватило прогулки у подножия Этны, тем более, что там столько всего и славы. Какие-то кружки, фигурки, магнитики, браслеты, кольца, крышки. Примерно вот такая кружка, из нее неудобно пить, потому что здесь очень широкий бортик, и это не очень кайфово. Ее не очень удобно мыть, потому что она не однородная внутри текстурой. Я нашла классный сувенир, который в конце выпуска обязательно разыграю. Это пробочка, на вершине которой, смотрите, кусочек лавы, кусочек Этны. Поэтому вот если вы хотите получить от меня Этну в подарок, досмотрите выпуск до конца и участвуйте в конкурсе. Я еще не подошла к вулкану, я еще не ступила на вулканическую почву, но я уже вся в цацках. У меня есть браслет из вулкана, у меня есть кольцо из вулкана, и у меня есть подарок для подписчиков Минвина, тоже сделанный из вулкана. Кратеров на Этне несколько. Я погуляла в одном из потухших, прощупала лаву, посидела на ней. Самое удивительное для меня тут это растительность, которая просто из ниоткуда, вот из пепла умудряется как-то вырастать. Вот там море и город Катания. А вот это кратер вулкана. И вот представьте, на такой земле растет виноград. Участки тут хоть и черные, но на самом деле золотые. Гектар на вулкане стоит от 150 тысяч евро. За что лоза любит вулканические почвы? В них много минералов, хороший дренаж, не выживает филоксера, опасный вредитель. Вино с этой земли будет, наверное, каким насыщенным. Как считаете? Напишите в комментариях. Эта ягода росла на черной земле, и реально вино тоже просто черного цвета, и пахнет оно черной землей и костром. Я думала, что после такого аромата меня ждет очень интенсивное, очень тяжелое, очень серьезное вино. А нет, вы знаете, во вкусе оно достаточно, мне кажется, среднетелое, и даже какие-то красные ягоды появляются во вкусе, вишенка, что ли. Когда только слышала про то, что вот сочетают
это вино с пастой. Думала, ну как же, там же, наверное, баранина какая-нибудь нужна. Вы знаете, нет. Оно гораздо легче, чем я думала. Мы производим вина, которые будут легко питься, ведь если понравился один бокал, захочется и второй. Чтобы не опьянеть, мы делаем такие вина, которые можно выпить бутылку на двоих. Как оказалось, сицилийские вина сложные, но тонкие, строгие, но элегантные и совсем не мощные. Я спросила у своих друзей, которые в винах не очень разбираются, понравилось ли это вино им. Красное как красное. Как все красные для меня. Оно среди красных очень спокойное, немного танинов, не вяжет, ничего не крепит во рту. Очень умеренно кислое, прям хорошее, такое приятное красное. Из сицилийских блюд с этим вином лучше всего сочетается капоната. Ее готовит каждое заведение острова. И каждый шеф уверен, что его капоната лучшее в мире. Это традиционное сицилийское блюдо типа рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими овощами, луком, помидорами, сельдереем, с добавлением оливок и каперсов. Только посмотрите, сколько мне наливают вина итальянцы. Мы, говорит, щедрые. Почти, половина бокала точно есть. Мне кажется, здесь даже больше, чем полбокала. Больше, чем полбокала Нера Даволы. И я буду есть это сейчас с капонатой, как мне Анна Паола и рекомендовала. Здесь есть баклажаны и, конечно же, рыба. Баклажанчики с Нера Давола залетают просто на ура. Сицилию называют столицей стритфуда. Здесь и правда очень много уличной еды, которой нигде больше не встретишь. Есть интересная, а есть такая, которая на вид прям не очень. Я это называю не стритфуд, а стритфуд дня. Очень рекомендую, можете пользоваться этим моим оказионализмом. Аранчини – самая известная сицилийская закуска. Жареные во фритюре рисовые шарики, которые наполняют мясом, ветчиной, овощами, сыром. Это традиционное сицилийское блюдо. Их делают с разными наполнителями. Вот у меня сейчас будут помидорки, сырочек и баклажаны. Это сливочный вкус, и это соленый вкус, и это какие-то тоже специи. Министерство сельского хозяйства Италии даже включило это блюдо в список традиционной итальянской кухни. Такая это важная еда. Я долго думала, с чем можно это сочетать. Я разговаривала с итальянцами, и мы пришли с ними к выводу, что это нужно сочетать со шприцем. Но не с апероль шприцем, а с местным сицилийским шприцем. Напишите в комментариях, как вы думаете, что здесь такое. Здесь игристое вино местного разлива. Здесь есть лимончик. Ну, кто уже догадался, что здесь еще за ликер? Это лимончелло. Очень яркий, очень много вкуса. Соленые шарики с овощами. Очень классно сочетается. Я бы сама не додумалась. Ага. На самом деле додумалась. Это можно не просто есть, вот как я сейчас ем. Это можно в какой-то забегаловке вот здесь взять с собой, как хот-дог. Иногда шприцы делают с кампари или лимончелло. Вам какой вариант больше нравится? Напишите в комментариях. А теперь десерт. Их тут примерно 1 миллион, но я выбрала самый популярный. Это канноли. Жареные во фритюре трубочки. Мы не едим канноли ложкой, просто берем в руки. Like this? Yes. Like this? Yeah. Вот так надо брать. Говорит, убери, говорит, ложку убрала, говорит. А, вот так, вот так. Потому что you like a real Italian. К канноли подойдет и чай, и кофе, и марсала, и даже апероль. Так сладко. У меня, кажется, сейчас что-то слипнется. Вот он, шоколадный, какие-то вкрапления шоколада. То ли лимончик, то ли апельсинчик. Господи, как это сладко. А вот это похоже на вафельный рожок, как у нас мороженое стаканчиком. Сливочный крем внутри – это не сливки на самом деле, а свежая взбитая рикотта, приправленная сахаром и лимоном. Чем ты запиваешь его? Лимончелло шприцем. Да ладно, скажи на самом деле. Вкусно? Это реально вкусно. Ну, сладко же очень. Нет, не очень сладко. Да очень. Это похоже на заварной крем, это рикотта. Но я недолюбливаю заварной крем из-за его какой-то такой противности. А здесь прям отлично. Нет противности, да? Есть приятности. И апероль с лимончеллой.
что-то в этом тоже есть. То есть это лимончелло шприц, точнее. Но он же тут сладко и тут сладко. Здесь больше кисло, а здесь в меру сладко. Кстати, трубочка похожа на русский хворост. Местные жители к десертам берут свою любимую марсалу, крепленное вино, чем-то напоминающее Мадеру. Думаете, у меня здесь коньяк? Я тоже так подумала. Но оказывается, вот в такие интересные бокальчики здесь в Сицилии наливают вино. Не простое, а марсалу. Крепленое вино, абрикосовая пастила, чурчхелло, пахлава, вот это вот все. Кислотность-то хорошая, то есть кислинка есть, и она сладость балансирует. А, кстати, ничего. Если пить вино просто без десерта, оно кажется как будто бы даже слишком приторным и сладким. И десерт сам по себе кажется мне слишком сладким. А вот когда они вместе, они как будто бы балансируют друг друга. Хотя, казалось бы, сладкое плюс сладкое. Удивительно, но ничего у меня не слиплось, зато уровень счастья подскочил многократно. Вообще, сицилийцы научили меня наслаждаться пищей. В лавках лежит всегда все свежее, быстро убирают залежавшиеся фрукты. Мне не продали вчерашнюю выпечку, а рыбу даже сами почистили, прежде чем взвесить. Если садятся обедать или ужинать, то делают это размеренно, не торопясь. Большая часть блюд простые, с минимальными обработками, и почти все вроде итальянские, но какие-то другие. Напишите в комментариях, какие места у вас ассоциируются с Дольче Вита. Автору самого интересного и развернутого комментария подарю солнечный привет от Этны. Поддержать канал вы всегда можете по QR-коду или ссылке в описании. На этом мое гастрономическое путешествие по Сицилии завершено. Отправляйте видео своим друзьям, пусть они тоже знают и помнят, что на самом деле хорошо там, где мы есть. И обязательно подпишитесь, если вдруг этого еще не сделали. Так, все, я побежала, опаздываю на самолет.